Всем добрый вечер. Меня зовут Сергей Арнаутов. Я программист, .NET программист в компании Smart Business. И сегодня, возможно, немножко неправильно, не .NET, а я хотел бы представить Retail POS приложение. Это POS расшифровывается как Point of Sale. В простонародье называют POS-терминал, кассовый аппарат, как угодно. И вы очень, наверное, часто встречаетесь с этим в различных магазинах, на кассах. И я хотел бы показать, что это такое, как оно работает и вообще с чем его едят. Небольшое вступление для Axapta разработчиков. Наверняка в модуле Retail вы всегда видели Retail Channels, видели Retail Store. И вот с правой стороны Registers. Это как раз и есть наши Point of Sale, и Retail POS это визуальное представление данных регистров. Небольшое краткое содержание сегодняшней презентации – это инсталляция и конфигурация. В данном подразделе мы рассмотрим локализацию, layout, конфигурацию и как можно поменять внешний вид. Рассмотрим профайлы, то есть это основные места, где настраивается, и немножко поговорим о базах данных для данного приложения. Следующий подраздел – это основные операции, которые можно сделать на POS. Немножко расскажу о том, где какие элементы есть. Небольшая демонстрация, как продается продукт. И более такой уже технический вопрос – это как запустить любую другую задачу кассира. Вот. Сразу предупрежду, что данная презентация, она не относится к кассирам или каким-то людям, которые осуществляют продажи. Это больше ориентировано на разработчиков. Дальше подраздел, это уже пошла техническая часть, ядро, Commerce Data Exchange, синхронизация данных и Retail Transaction Service. И в конце на закуску это Retail SDK и как мы можем расширять POS, небольшое overview структуры, немножечко поговорим об операциях, триггерах, как можно сделать, расширить тот или иной сервис. Ну и exception handling – это по желанию. Вот. Начнем. Retail POS устанавливается в стандартном пакете Axapta, и для того, чтобы установить его, вам необходимо просто выбрать галочки Retail POS, Sync Service, Retail Store Database Utility и Retail SDK. Просто для работы достаточно установить только Retail POS и Sync Service. Для разработчика важны утилиты, касающиеся базы данных, и также SDK. По умолчанию POS устанавливается в стандартную директорию Program Files x86, Microsoft Dynamics 60, Retail POS. Но для разработчика иногда будет важно иметь другую локацию, поэтому можно смело копировать в любое место. И все из этой папки и все доступные операции программа будет работать. После того, как мы установили POS, я даже встречался с такими вопросами, а почему он не работает. После того, как установили POS, необходимо создать базу данных. И для этого у нас есть такая утилита Retail Store Database Utility. При помощи нее можно
сделать конфигурацию самого Retail POS, создать или обновить базу данных. Почему создать или обновить? В процессе разработки очень часто приходится делать какие-то дополнительные поля, и первый раз мы базу создаем, дальше мы только делаем апдейты. После того, как мы установили POS, создали базу данных, в POS execconfig нам необходимо прописать connection string, нам необходимо прописать ID нашего магазина, ID терминала и также компании. На самом деле эти все настройки может сделать Retail Database Utility. На предыдущем слайде вы видели эти все данные. Но у разработчиков могут быть небольшие проблемы с security, поэтому я акцентирую внимание, что в данном файле необходимо будет прописать connection string. После того, как мы это все сделали, приступаем к конфигурации. Очень важная вещь — это локализация, и как многие продукты от компании Microsoft, в POS мы можем поддерживать очень большое количество языков и переключать очень все просто. И эти языки настраиваются в Axapti. Небольшой overview надписей в Axapti. То есть в Axapti у нас есть label files. Вы можете их найти в Application Object 3. Каждый этот файл можно отредактировать при помощи label эдитора. И если вы видите, есть ID, language, и непосредственно сама надпись. И где это используется? Это может использоваться в различных местах. Вплоть до того, в коде вы можете обратиться по ID найти данную надпись. Вы можете в Property Window выставить необходимую надпись. И так далее. Это что касается Axapti. В POS есть две разновидности надписей. Это надписи, которые хранятся и компилируются в библиотеку POS Resources DLL и поставляются по умолчанию, вместе во время инсталляции. И также есть таблица в базе данных Language Text Table, в которой происходит репликация данных из Axapti во время синхронизации данных. Если мы запустим POS с ключиком "-tr", то, как вы видите на слайде, возле barcode of quantity мы видим магическую цифру 1102. Это идентификатор, и по этой цифре мы можем в Resources DLL найти конкретную нам надпись. Все остальные, которые без идентификатора при данном ключе, это либо взяты из Language Text Table, либо захардкоджены. Значит, после того, как мы прописали необходимый нам язык, хотелось бы сказать несколько слов о лейауте. То есть сам POS, он состоит из нескольких компонентов. В основном это button grids, receipt, это numpad. Дальше по желанию разработчика вы можете вплоть до того, чтобы сделать свой собственный контрол и положить его на основную форму. И есть так называемые профайлы. И настройка общего вида происходит в первую очередь Visual Profile. Здесь вы можете включить Full Screen, задать по умолчанию ширину, высоту.
даже для логина придумать свою новую картинку. И также есть Screen Layouts. Это подраздел в Axapta, в котором вы можете создать новый layout, запустив дизайнер, вы можете разместить необходимые компоненты так, как вам удобно или так, как хочет заказчик. Компоненты. Основные компоненты, как я уже говорил, button grids. То есть мы создаем такие маленькие таблички с кнопками, размещаем кнопки, прописываем название. Вот. Точно так же мы работаем с картинками. И как это все в конце концов выглядит. Оно может выглядеть так, или так, или так. Вот. То есть это, опять же, по желанию заказчика мы можем как угодно разместить необходимые кнопки, необходимые операции, чтобы были достаточно быстро кассир мог выполнять определенные задачи. Да. Это два вопроса. Первый. Мы задаем вопрос сразу или в конце? Лучше сразу, чтобы был диалог, потому что, я могу просто прочитать это, а... Не интересно. Просто прочитать неинтересно. Да. Соответственно, вопрос следующий. Вот на предыдущем слайде, если можно. Так, а как тут у нас бэк? Нет. Дальше там есть появилось. Просто стрелочка. Вот то, что ты вот layout рассказываешь, это еще нет вообще ничего. То есть это мы можем делать настройками вот в layout в Axapta, и мы тогда будем видеть разные формы. Да. Это возможно еще до этапа программирования. Да. Сейчас у нас сегодняшняя презентация будет разделена как бы на две части. Первая — это как бы конфигурация, настройки, и в основном это работа больше в Axapta, то есть настройка всяких кнопочек, всяких компонентов и так далее, то есть внешнего вида, настройка функциональности, настройка там, базы данных и так далее, это все происходит в Axapta. И это я не считаю, что это программирование, именно .NET программирование. Это работа с Axapta и как мы можем сконфигурировать наш POS. А следующая часть, если доживем, то будет уже конкретно по программированию. Так вот, значит, мы поговорили о лейауте, теперь поговорим немножечко о профайлах. Забегу вперед, расскажу, что POS может работать в режиме онлайн и в режиме офлайн. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже, офлайн базы данных и онлайн базы данных. Расскажу немножко о профайлах. Опять же, в Axapta есть в модуле Retail Setup, есть подраздел Retail Profiles. В нем вы можете найти офлайн профайлы, которые отвечают за какие таблицы будут присутствовать в офлайн базе данных, офлайн продукт, какие продукты будут в этой базе данных, customers, которые будут опять же здесь, и насколько я понимаю, для офлайн базы данных используется SQLite. SQLite для того, чтобы это можно было установить на достаточно слабых компьютерах, и чтобы это было переносимо и достаточно быстро. Следующий профайл, это самый главный, наверное, профайл, это профайл функциональности. Здесь тоже очень много есть различных настроек, настройки по чеку, по функциям, инфокоды, стоимость и так далее. Но основное как бы для разработчика это функции и инфокоды. В функциях мы можем
либо разрешить, либо запретить печать X, Z репортов и так далее. Это отдельная как бы тема для разговора, для чего эти данные, для чего эти функции нужны. То есть это просто беглый обзор профайлов, какие нам нужны для нормальной работы с POS. Следующий профайл это Received Profiles, проще сказать чек. То есть опять же слева направо у нас есть табличка, в которой мы можем создать необходимые нам профайлы. Дальше после создания нажимаем дизайнер, получаем большую форму дизайнер, в котором мы можем редактировать сам внешний вид чека. И в конце справа уже вы увидите, как этот чек выглядит на принтере. И мы можем делать различные чеки, ресипты для различных ситуаций. И один из немаловажных профайлов это Hardware Profiles. И здесь происходит настройка всей периферии, потому что POS это не просто компьютер с экраном, с тачскрином, это и дополнительное устройство сканер, это денежный ящик, это устройство для считывания карт и так далее, и так далее. То есть всевозможная периферия настраивается здесь. И для разработчика очень важна настройка принтер, потому что часто после того, как мы сделали настройку чека, мы хотим его посмотреть. Так вот, в этой вкладке принтер можно прописать либо OneNote принтер, либо XPS принтер, и тогда во время тестирования вы просто получите файл или же картинку с тем, как будет выглядеть чек на самом деле. Ну, дальше тут есть настройки и денежного ящика, и фискального принтера, и различных платежных устройств. Далее. База данных. База данных это очень интересная как бы вещь, и в самом начале каждый POS имел свою собственную базу данных. На данный момент у нас есть база данных для магазина, вот, и несколько кассовых аппаратов могут обращаться к одной и той же базе данных, то есть сегрегация данных у нас происходит по ID терминала, по ID компании, и поэтому нам не нужно как бы иметь для каждого POS свою собственную базу. И все данные сливаются в одну базу для магазина. Дальше происходит репликация с штаб-квартирой, с основным приложением Axapta. Оффлайн база данных, она может находиться как бы на самом устройстве POS. Вот, и основная репликация происходит с базой данных магазина. Что здесь важно? Что не все операции, когда POS в офлайне, не все операции доступны в офлайне. Вот. Но когда мы опять в онлайне, произойдет репликация, и из офлайн базы данных в основную базу данные будут перемещены, а потом произойдет репликация с базой Axapta. Вопрос. Да. Вот вы говорили, что в периферии там оказывается также кассовый принтер, то есть касса по сути. Но ведь у каждой же кассы там свое API какое-то. Вот Да. как POS взаимодействует? Мы к этому придем. То есть это уже на этапе программирования, да? Да. По дефолту Microsoft предоставляет драйвера для большинства стандартных фискальных принтеров, для
денежных ящиков, кэш-драйверов. И все это происходит на этапе создания самого аппарата. То есть аппарат, есть девайс, в котором есть специальные коннекторы, будь то COM-порт, будь то USB и так далее. И он может коммуницировать по определенному протоколу с другим внешним устройством. И большинство этих драйверов уже есть написаны, они либо поставляются вместе с производителем самого фискального принтера, вот, либо там уже кто-то написал и продает отдельно драйвер и так далее. Но в основном периферия поставляется с определенным драйвером. Вот, например, тот же самый сканер, да, сканер штрих-кодов. В основном это HID-устройство, которое вешается на прерывание клавиатуры и практически происходит, когда мы считываем, будто бы мы ввели данные. Все, в текстовое поле. Вот это самое простое. И HID-устройство это стандартный драйвер, который поддерживается Windows и мышка, там, принтер, вот тот же самый сканер, это есть HID, и это есть стандартный драйвер. Вот. И для того, чтобы коммуницировать с этим, есть специальные классы, специальные куски кода, которые как бы отвечают за коммуникацию с этой периферией. Вот. Если вы хотите сделать свой собственный принтер, пожалуйста. Вопросов нет, пишите драйвер или поддерживайте стандартный какой-то протокол. Значит, ну, вроде бы мы проинсталлировали POS, проконфигурировали его. Как данные попадут в базу данных из Axapta, я расскажу чуть позже. Скажем, у нас уже есть полностью наполненная база данных. И самые простые как бы, операции. Первая – это логин. Опять же, слева направо. Логин скрин может выглядеть как угодно, и вы можете его модифицировать. В данном примере мы уже имеем конкретно список операторов. По умолчанию это может быть просто вот как такая же форма, в которой вводится оператор ID, после этого пароль, и логин и пароль тоже хранятся все в базе данных в Axapta и настраиваются в Axapta. В Axapta это у нас Retail модуль Common Workers. Здесь у нас есть список всех наших сотрудников. В Axapta мы можем настроить для каждого сотрудника необходимую ему функциональность, доступ разрешить, можем изменить пароль, можем сделать различные настройки для конкретного сотрудника. И основные группы это, по-моему, кассир и менеджер. Например, здесь уже в Axapta мы можем запретить кассиру делать печать Z-репорта, а менеджеру разрешить и так далее. Здесь же мы можем сделать настройку для того, чтобы пользователь при следующем входе обновил свой пароль. Вот. Здесь же мы можем и пароль прописать сами и так далее. Опять же, это настройки все хранятся в Axapta, потом реплицируются в POS базу данных, в Store базу данных. Так, далее. Можно вопрос? Да, конечно. Логин происходит только по там, ID и паролю, да? Логин? Там, да. Да. Никакие USB токены нельзя к этой системе подмонтировать. Можно и токены подмонтировать. Но, честно говоря, я думаю, что можно все, но я никогда этого не делал. Но у нас есть, это уже дальше в технической части, быстренько небольшое такое вступление. У нас есть исходный код, у нас есть SDK, у нас есть операции. И все операции у нас начинаются с начала, то есть pre-operation и post-operation. И вот когда у нас возникает логин-скрин, мы можем написать свой код, который будет работать с USB токеном или с каким-то другим ключом, там,
чем угодно. После того, как произошла верификация, дальше либо мы пропускаем этот экран и уже открываем main screen, или же мы опять же говорим: введите имя пользователя и пароль. Еще для чего вот логин нужен, логин скрин? Иногда кассир может отойти и забыть залочить экран. И опять же в WhatsApp мы можем настроить время, через которое будет происходить автоматическая блокировка, и кассир возвращается, должен ввести опять или ввести оператор ID и пароль, или же уже какая-то другая верификация произойдет. Значит, вот основной экран нашего ПОСа. Я взял один из примеров. Он вроде бы похож на стандартный. И какие у нас есть основные компоненты. POS баскет или корзина. Тут мы видим список наших проданных товаров. Беленький квадратик – это информация о нашем кастомере или покупателе. Троечка – это у нас основная информация о текущем балансе. Здесь же может отображаться дисконты, всякие налоги и так далее. Это тоже модифицируется все в WhatsApp. Номер 4 – это основные операции, даже я бы сказал группы операций кассира. И здесь вот, например, если посмотреть Edit Line Transaction, то при нажатии на эту кнопочку у нас получится совершенно другой грид, и в нем мы можем либо сделать операцию касаемую конкретной линии, или же транзакции вернуть, отменить и так далее. Номер 5 это у нас Keypad, NumPad. И он работает по умолчанию, он работает как с сканером. Также кассир может ввести здесь, например, там ID продукта или часть продукта. Если подключена клавиатура, нормальная стандартная клавиатура, то в принципе в этом нумпаде мы можем ввести не только ID, там какое-то цифровое значение, а можем ввести название, например, рубашка или там рубашка белая. Вот, и произойдет поиск этого продукта. Если мы попали, значит он сразу добавится в корзину. Если нет, появится другой экран. И номер 6 это кнопки быстрого доступа. Для быстрой оплаты, то есть ввели продукт, нажали Pay Cash и произошла оплата. Значит, да. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Мы просто когда рисовали свои формочки для терминала, мы пытались сделать так, что когда человек сканирует что-то сканером, то у него сканированная информация была в одном окошечке. То есть здесь много контуров. Фокус должен находиться Фокус всегда находится в кейпаде. Всегда. Вне зависимости от того, что куда нажал. Если Да. сканирование идет, то идет набор сразу. Да. Первый вопрос. И второй вопрос. Ты все время говоришь, что вот это все настраивается в WhatsApp. Соответственно, возникает вопрос, потому что когда я что-то делаю для презентации, я что-то делаю, предположим, у себя на тестовой системе, потом мне нужно перевести из одной системы в другую, наверное, мне почему-то хотелось бы ожидать, что есть некая процедура, которая позволяет выгрузить эти настройки в одной системе и загрузить в другую. Или же мы говорим о том, что у нас ручной перенос настроек, лейаутов, кнопочек, галочек, о том, что мы ничего не забудем, что мы настроили внешний вид системы так, и нам нужно вот это же получить, там, не знаю, на другом environment. Скажу сразу, вопрос, наверное, не ко мне. Почему? Потому что
я больше как бы .NET девелопер, и как выгрузить из Axapta тот или иной срез, но идея у меня как бы есть. Когда мы говорили о локализации, я показывал, что есть в Axapta есть файлы для надписей. Так вот, эти файлы стандартным образом делается импорт, экспорт, переносится. Но для переноса, как бы для генерации тех же данных, которые у нас были в одном посте, и мы хотим вот перенести эти же данные только на другой пост, на другой environment. У нас есть в нашем AOT есть класс Retail Home Seed Data Generator, и в данном классе, в Axapta я имею в виду, в данном классе у нас есть специальный метод, который делает инициализацию. И насколько я понимаю, перенос данных в Axapta осуществляется именно при помощи вот данного кода. Немножечко разные вещи. То, о чем ты говоришь, что, допустим, мы взяли, доработали какое-то новое поле. Тогда да, происходит генерация через этот файл, и тогда это новое поле будет доступно, грубо говоря, в другом environment для того, чтобы информацию перемещать. Меня же больше интересовал вопрос конфигурации. Как профайлы? Мы сделали конфигурацию, настроили пост, настроили касс, настроили иерархию, настроили. Вот. Классно, моделька работает. Теперь вопрос, как это, собственно говоря, перенести на другой environment? Ну, я понял, что на самом деле... Я, честно говоря, не знаю, потому что это касается, как переносятся данные в Axapta. То есть мы по-другому не можем. Мы можем, конечно, мы программисты, мы можем взять и базу данных перенести. Меня интересует стандартный Как я понял. То, как мы можем, это уже... Вопрос принят, обязуюсь найти и доложить. Спасибо. Так, мы поговорили только что об основных элементах. Теперь, собственно говоря, продаем продукт. Я сделал такой скриншотик, то есть первым делом мы сканируем или вводим продукт и его имя, и после этого он сразу появляется у нас в нашей корзинке. Но если мы ввели, например, часть продукта, часть ID или номера и так далее, у нас возникает вот такой вот экран, и на котором мы можем поискать наши продукты и выбрать конкретный. Также на этом экране можно сразу увидеть прайс, если, например, у нас два продукта с одинаковым именем, но мы хотим продать подороже. Для этого у нас есть такая штука. Дальше. При продаже продуктов у нас может возникнуть вот такие вот экранчики. Это говорит о том, что у нас продукт имеет несколько вариантов. Например, мы ввели рубашка, и дальше нам пост подсказывает, какого цвета, какого размера, какого стиля. И здесь нету еще конфигурации. То есть в основном это 4 подраздела. Продукт может иметь 4 разных варианта. По цвету, по размеру, по стилю, по конфигурации. И для нас, как для разработчиков, очень важно иногда повторить какую-то операцию. Вот. И очень часто трудно найти, где там настройка, где эта специфическая операция. Мы знаем только ее название. Например, show journal. Показать какой-то журнал каких-то транзакций за сегодня. Опять же, в посте мы можем, нажав правой кнопочкой на любой свободной кнопочке, мы можем, кстати, кнопочкой мы можем создавать и в самом посте, когда он у нас запущен. Но при следующей репликации эта кнопочка уйдет. Так вот,
На данной картинке я на пустой кнопочкой нажал правой кнопкой мыши, дальше Button Properties и открылся такой диалог. В данном диалоге мы можем выбрать необходимую стандартную операцию. Например, там нам надо, не знаю, посмотреть информацию о кастомере. Мы выбираем кастомер, дальше прописываем, какое у нас название для кнопки должно быть, какие фонты, там, имиджи и так далее. И у нас есть готовая кнопочка, и мы можем сразу ей пользоваться. И точно такой же скрин вы увидите в Axapti, когда будете настраивать определенный button grid, определенные кнопки. То есть набор этих экшенов, он стандартный. Расширять мы можем, это я расскажу попозже, своими собственными экшенами. Но для разработчика, вот у меня на первом тренинге по ПОСу, вот была задача сделать, найти, показать журнал. Вот запустили ПОС, показываю журнал. Ну, я извернулся, я написал кусочек кода и вызвал эту операцию из склада. А мой преподаватель сказал, вот, просто. Нажимаем Button Properties, выбираем Show Journal, и все готово. А эти изменения назад в Axapti можно сохранить? Нет. То есть то, что мы играем на посе? Нет, все, что мы делаем на посе, оно на посе как бы временно. Вот. Потому что синхронизация данных в основном идет из Axapti. Вот. И только транзакции идут в обратную сторону. Об этом об этом мы поговорим, когда будем смотреть уже более технические подробности и так далее. Вот. Первая часть моей презентации как бы подошла к концу, то есть мы можем сейчас, если хотите, поговорить. Пушка любой оператор может? Нет, опять же, это когда мы настраиваем профайл функциональности, мы можем запретить вообще редактирование на посе, на самом посе вот этих вот вещей, создание кнопок и так далее. Я показываю это как вот у нас среди разработчиков, потому что нам разрешено. Зашел в Axapti, поставил флажочек «Разрешить дизайн в рантайме» и, пожалуйста, мы можем сделать. Я говорю это как бы для того, чтобы помочь. Вот, например, тебе завтра скажут, вот есть проблема, когда мы делаем new customer, да, вот, и сохраняем его. Непонятно где. Ты же не побежишь сразу ко мне и говоришь, а где же тут кнопочка new customer? Можешь спокойненько запустить пост, правой кнопочкой найти, выбрать эту операцию и запустить ее. Вот. То есть я говорю о таких, tips and tricks. Вот. Может, еще какие-то вопросы есть? Я же говорю, что данная презентация это очень обзорная и она очень поверхностная. Если кого-то что-то какая-то заинтересует более детальная вещь, пожалуйста, милости просим, будем подготавливаться и... По базам данных. Я вообще-то думал, что вот эта вот сторовская база данных, это есть планерская база данных. А там Какая? Team Store. Там Нет. Store, а планер, получается, есть еще Axapti-ская база данных. Да. Это опять же чуть-чуть позже, вот в технических, в техническом разделе. Я еще сразу секрет расскажу, что в данный Commerce Runtime не участвует. А это отдельный блок, Который мы от тебя ждать. возможно, не знаю. Я не специалист, я там сделал всего лишь вот столько. И то. Это CRT? Да, CRT это для расчета в основном дисконтов, там и всякие этой вот вещи. Это отдельный такой блок. И насколько я понимаю, он используется как в Axapti, так и в POS. Я одного еще не понимаю, как
происходит синхронизация. То есть я-то свои DLL-ки в пост выкладываю, а кто их потом забирает в WhatsApp? Никто. Там вот делили, там, по-моему, наоборот, эмуляция, потому что Тут-то и все дело, щит что- он лежит в WhatsApp. Нет. Там все сложнее. Мы с Николаем разговаривали по этому поводу, о том, что у нас уже есть экспертиза, и мы готовы даже это говорить. Да, другое дело, что нужно об этом сказать и запланировать, попробовать ребят спросить, потому что у них есть вообще возможность, время. Ну хорошо, CRT готовы. Да, ну, Получается, что только с Оксаной после работает. Можно ли ему там какую-то другую систему? Нет. Говорили, что это один из большого комплекта. То есть это Microsoft Dynamics продукт, который работает только в комплекте с Axapta. Все. ну, если взять историю возникновения, положим, ритейла Оксаны, на самом деле, ну, была замечательная компания Ланштайн, которая сделала замечательный курс в Норвегии. Они такие посидели, подумали, это начали всякие перекупки, Оксапа, Норвежина, и так далее. Сидели, подумали, слушайте, ну мы же Оксапу тоже можем. Мы начали немножко заниматься Оксапой. Когда появилась потребность в ОСе, то для того, чтобы из навыка были скопированы куски программного кода, вставили в Navision и просто переделали. Там, если присвоение полей, то присвоение полей Оксаповское шло, да, вот сначала вот закомментировано, потом, собственно говоря. А потом пришел Microsoft и говорит, давайте мы купим у вас, короче, решение. И того в Оксаку пошло вот это вот решение Ланштайна. Понятное дело, что он начал изменяться, оно начало приобретать определенные формы, и дизайн кода, и дизайн еще чего-то, но вот корни растут из вот эта система эволюционировала только в Оксаке. Ну, по сути, да. Но другое дело, что если посмотреть, допустим, на линейку Dynamics Microsoft, это сколько продуктов? CRM один настоящий, да, Ask, Great Plain, Solomon, что-то еще, наверное, присутствует забыл. Вот. И если взять для Nava, у нас есть Ланштайн. Ланштайн свое решение для Nava не продал, он продолжает его развивать самостоятельно. Вот. А Great Plain и Solomon потихонечку заменяются на Axapta в тех же Соединенных Штатах. Поэтому получается, что почему Axapta сейчас идет с минимальными шагами, предположим, в .NET разработку, Visual Studio в качестве редактора и так далее. По одной простой причине, потому что сообщество разработчиков .NET проще переходило и начинало программировать в Axapta. Извините. Если говорить другими словами, то если без Axapta, отрезаем здесь, получаем приложение, которое имеет свою базу данных, остальное нужно будет реализовывать самому. А реализовывать самому вот эти вот две основные вещи, это очень сложно. Плюс через вот эти вот две линии происходит синхронизация данных в штаб-квартиру, то есть в большую систему. И эта большая система должна что-то поддерживать какие-то определенные интерфейсы, определенные структуры и так далее. Вот я всех делал, в данном случае немножечко дополню. Была ли жизнь на Марсе до прихода вот этого решения? Была. Есть несколько розничных решений, которые работают с Axapta. Одно из них это есть недорогие магазины Dixie в Москве, которые работают в Axapta, но пост у них сделан на другой системе. По сути, он все эти данные аккумулирует вот до того места, где Сергей сказал, он собирается, и дальше суммарно уже передается эту всю систему, а ночью это все дальше разносится. То есть, если эти заказы на 1000 счетов, здесь же Microsoft сказал о том, что нет, все будем делать мы сами. Хорошо, перейдем к техническим деталям. Ну, как бы на данной диаграмме очень схематично представлено ядро, как это все работает. И на что как бы я здесь хотел зробити наголос, это, спасибо Виталику, он хорошую статью переслал. Это два пути, как синхронизируются данные. Значит, сейчас это называется Commerce Data Exchange, и есть два канала передачи данных.
Первый это sync сервисы, и это определенная тоже, ну, аппликация, которая ставится в момент инсталляции всего этого дела. Очень сложно настраивается, ну, пока что для меня, потому что я не могу все охватить. И это может быть отдельной темой для разговора, как настраивать вот эти sync сервисы. И они могут быть, ну, мы по ним, по деталям чуть позже. И следующий канал это real-time сервисы. То есть в момент, когда пользователь нажимает на после кнопочку, происходит вызов веб-сервиса, который имеет доступ к Axapte, к серверу Axapte, и далее может получить оттуда данные. Вот. Значит, sync сервисы, они могут быть установлены как на AOS, могут быть установлены на другом сервере. Можно устанавливать и запускать несколько инстансов, то есть мы можем одновременно на одном сервере сделать несколько таких вот sync application, которые будут производить синхронизацию с несколькими постами, с несколькими базами данных. Дальше sync сервис в принципе ни за что не отвечает, не происходит никакой верификации данных, и работает он всегда только по запросу из Axapta. То есть Axapta инициализирует вызов данному сервису, и данные побежали в другую базу данных, в базу магазина. Real-time сервис, он представлен Retail Transaction Service, и это набор классов в AOT, который так и называется Retail Transaction Service, и у них есть различные суффиксы. Значит, для того, чтобы sync сервис работал, нам необходимо в Axapte настроить схему. В этой схеме мы указываем определенные маппинги между таблицами Axaptовской базы данных и таблицами Store базы данных. Мы указываем типы, и не обязательно все данные из Axapta будут перетекать в Store Database. Перенос данных происходит при помощи Scheduler Job и Subjobs. Не знаю для чего, наверное, для большего удобства. Джобы это совокупность subjobов. Вот. То есть subjobы это достаточно маленькая вещь, например, синхронизировать только одну табличку. А уже job это может быть набор конкретных subjobs, и, например, мы синхронизируем все данные для кастомера. И это будет задействовано там около 15 таблиц и так далее. Значит, джобы. Есть три типа job: N, A, P. N это нормальные, и они делают как бы данные не мержатся, не реплицируются, а происходит удаление, просто удаление из таблички и заливаем по новой. То есть все данные переливаются. Это N-джобы. И да, N и A джобы идут со стороны Axapta в POS или в Store Database. И как мы вот только что был вопрос, если мы сделали в POS новую кнопку, она будет жить до тех пор, пока мы не запустим N-джобу, которая отвечает за layout, а точнее там Channel Configuration. И после этого все данные перезатрутся. А джобы, так называемые Action Jobs, и эти джобы, они предназначены для обновления данных. То есть мы поменяли что-то в Axapta, или поменяли там description какой-то, и произойдет только обновление, merge данных
между между базой данных Axapta и Store Database. И Pool Jobs это в обратную сторону. Когда мы делаем продажи на нашем посе, у нас транзакции сохраняются в Store Database, и нам необходимо эти транзакции каким-то образом переместить в Axapta. Для этого существуют P-джобы, и это как раз обратная синхронизация из Store Database в Axapta. Но насколько я понял, что только данные по транзакциям могут быть перемещены со стороны POS или Store Database в Axapta. Других P-джобов я не встречал. То есть, когда мы ее запускаем, мы только данные по транзакциям получаем. Тип? Да. Наверное, когда создаем джобу. То есть вот так. У нее есть тип. Я тоже искал и не нашел. Вот именно в Axapta. То есть я просто побоялся создавать новую джобу там и так далее. Вот. И скорее всего она даже на уровне типа эти проставляется на уровне subjob. Вот. То есть, в принципе, если интересно, я могу найти. Вот. Мы можем создать job, который зальет что-то в Axapta, а потом другой job, скажем, возьмет это и разольет по всем остальным посам, ну, теоретически. Нет. Потому что, как я говорил, разделение, сегрегация данных идет по двум признакам. Terminal ID и Data Area ID, то есть Company ID. И у нас все данные, они только принадлежат конкретному посу. Хотя хранятся в одной базе данных. Теоретически мы можем кнопку все-таки вернуть. Кнопку? Кнопку вернуть для поса. Если один джоб отработает, пульнет это в Axapta. Я же говорю, что по поводу P-job, возможно, я не уверен, но возможно есть какие-то ограничения, и нам просто в Axapta нельзя будет создать P-job, которая будет работать с лейаутом. Или будет работать там с кастомерами там, или еще с чем-нибудь. Вот. Тут сейчас я расскажу, как это можно по-другому обойти. Вот. Это стандартные джобы, и они находятся в так называемом модуле Distribution Schedule. Настраиваются они опять же в модуле Retail Setup, Retail Schedule, и там мы можем создавать сабджобы, джобы, и опять же это все в Axapta. Далее, второй канал это Retail Transaction Service. Вот. Это отдельное приложение, которое инсталируется при помощи, идет в составе пакета Dynamics AX, или же при помощи PowerShell скриптов. Когда мы его инсталируем, мы получаем веб-сайт, то есть мы должны иметь IIS, Internet Information Server. Дальше для коммуникации используется SSL протокол. Дальше коннектится оно к конкретному серверу AOS. Дальше необходимо установить NetBusiness Connector. Прошу прощения, но до конца я не понимаю, что такое NetBusiness Connector. Но скорее всего это какой-то специальный модуль, который позволяет нам делать обмен. Раньше был кол, Ну, его заменили на NetBusiness Connector, но смысл остался. ну, понятно. И NetBusiness Connector будет вызывать методы из классов в Axapta, которые начинаются с Retail Transaction Service. Значит, на экранчике вы можете увидеть настройку Real-Time сервиса. Это профайл. И мы здесь должны указывать наши настройки, потому что в POS идет при инициализации, POS подменяет свои какие-то, например, в конфиге POS написано localhost, ну, то есть куда коннектится. Но когда мы читаем из базы данных, этот localhost заменяется на специфические названия адресов
порты и так далее, и так далее. И тогда у нас из ПОСа идет вызов данного сервиса по правильному URL. Значит, вот небольшой пример слева, как мы вызываем в ПОСе. Это кусочек кода, то есть у нас есть application. А? Вот это? Да, это в студии. Вот, у нас есть application, или в данном случае это internal application, ну, как мы переменную назовем, так она и будет называться. Дальше есть transaction services, и дальше у него есть метод глобальный такой invoke. В этом методе нам нужно знать название метода, как он называется в Axapte в классе Retail Transaction Service, и знать сигнатуру данного метода. Передача параметров производится вот таким образом, то есть передается массив объекта. Это могут быть строки, это могут быть цифры, это что угодно, это может быть XML-строка. И в зависимости от имплементации на стороне Axapte конкретного метода, здесь может быть всего лишь 3 параметра, а может быть и 48. На этапе компиляции я понимаю, что ты не можешь понять, что не тот тип. На этапе компиляции? На этапе компиляции иногда невозможно понять, что мы передаем. Но я имею в виду, что при соответствии типа, потому что Axapte ждет 3 параметра, ты передаешь вместо буля, ну там текст, допустим, да? Вот ты когда пишешь вот этот вот параметр сам object, ты... Нет, типизации у меня нет. Почему? Потому что я только могу зайти в Axapte, посмотреть, а типизации нет, потому что это generic метод invoke, и мы можем написать здесь хоть войну и мир. Вот. А если там такой метод, а если там такие параметры? На момент написания никакого IntelliSense нет. Спасибо, это не студия, это будущее. Вот. И как бы для примера я выделил в дереве, выделил вот Search Customer, и вы можете увидеть Search Customers метод. Далее, опять же, тоже Search Customers в Axapte. Он вызывает другой сервис, но мы здесь можем увидеть, что в нем есть 3 параметра. Мы можем увидеть типы и постараться в нашем коде, в студии не допустить ошибку. И другой пример, это пример кастомного метода. И по всем как бы правилам, если мы делаем какой-то свой новый метод, вот, мы его должны помещать в так называемый Retail Transaction Service X. Это специальное место, куда мы помещаем все свои наработки. Ну и как бы это такой convention. И вызвать этот сервис мы можем при помощи метода не invoke, как здесь, а invoke extension. И тогда мы попадем в нужный нам Retail Transaction Service X. Значит, перейдем к следующему. Retail SDK. В самом начале я показывал, что мы ставим галочку и устанавливаем Retail SDK. При установке SDK мы получаем следующий набор папок. Это Commerce Runtime. То, что черненьким, это мы о нем будем говорить, а то, что сереньким, говорить не будем, потому что это очень долго. И я этого не знаю. Вот. Commerce Runtime – это отдельная тема для обсуждения. И опять же, это может занять очень долго. В 2 словах могу сказать, что это набор библиотек, набор исходного кода с отдельными сервисами, с отдельным фреймворком. И он позволяет не только брать данные из посовской базы, он может еще и также коннектиться к Axapte через Real-Time сервис.
Вот. И в основном он предназначен для расчета дисконтов. В нем есть отдельный pricing engine, в котором идет очень много всякой интересной логики. И подход в Commerce Runtime идет через request response. То есть, если нам что-то надо, мы создаем request и получаем response. То есть, это как бы в двух словах по Commerce Runtime такой архитектуре. Самая основная для нас, как .NET разработчиков, папочка — это PostPlugins. Был вопрос по поводу драйверов. Вот есть Fiscal Printer Drivers папочка, в нем есть примеры имплементации определенных драйверов, те же самые сервисы для этих принтеров. И дальше основные для нас папки — это services, в котором есть solution, и мы можем его скомпилировать, посмотреть, поковырять этот код. Триггеры и tutorials. В туториалсах, конечно, не знаю почему, но они очень сильно пожалели себя, и там всего лишь один example, который касается application триггера, больше ничего. Значит, перейдем как бы сразу вот из места в карьер. Основные как бы понятия нашего SDK. В POS оперирует операциями и триггерами. Триггер — это event, то есть произошел payment. Для этого у нас есть payment trigger. У нас есть pre-payment, post-payment, void payment и так далее. Операция — это как бы законченная вещь. И, например, нам нужно там вызвать какую-то форму, потом сделать payment и так далее. Это все в одной операции, и в принципе мы ее можем назначить там на любую кнопку. И в этой же операции мы можем вызвать наши триггера и так далее. То есть два основных понятия: operation и trigger. Это чтобы понятно было. В данном примере я использовал blank operation, это так называемая no-name operation. Если помните тот экран, где мы вызывали button properties и я пытался объяснить, что можно вызвать какую-то операцию. Это как раз о том стандартном наборе. То есть не все операции мы можем модифицировать. То есть есть стандартный набор операций, и мы можем у application вызвать конкретную операцию, используя run process operation и по имени, точнее даже не по имени, а есть специфический enumeration, в котором есть список всех этих доступных операций. Так вот, blank operation — это вещь как раз для творческих людей, и здесь мы можем сделать все, что угодно. Вот. И точно так же мы можем в button properties для конкретной какой-то кнопочки выбрать тип action blank operation, и дальше мы должны реализовать наш код. Самым главным параметром является operation info, в котором есть operation ID, operation параметр. Вот. Это чтобы мы могли распознать, какая операция выполняется. Ну и дальше, соответственно, post transaction. Триггера. В SDK существует около 20 проектов. Вот я их практически все перечислил. И на экране в студии я открыл проект Solution с триггерами. В основном эти триггера, основные, которые чаще всего используются, это Application Trigger, Customer, Item, Payment, вот, Transaction Trigger. Вот. Но у них у всех есть одно общее. Они как бы наследуются от своих специальных типов, но у них есть препроцесс и постпроцесс. Точно так же, как в принципе в операции pre-run и post-run.
Можно? Да. Там в триггерах название стран фигурирует. А с чем это связано? Russia? Это связано с тем, что Microsoft стремится поддерживать различную логику, которая, вот, например, в Америке это должно быть так, а в Чехии это так. Ну, например, перед тем, как сделать payment, мы должны, там, я не знаю, вот отослать какой-то репорт. То есть мы это в России, скажем, делаем, а в Швеции мы это не делаем, да? Ну, это все зависит от конкретной логики. То есть вот я, честно говоря, не особо вдавался в подробности, но я знаю, что вот в последнем апдейте, или может быть предпоследнем, там в хотфиксе, там добавили очень много для Бразилии. И прям в коде написано, если у нас country регион Бразилия, прямо вот выполняем бразильский триггер, да. Ну, здесь, скорее всего, на самом деле, как бы, если посмотреть, как построен Аксапта, то очень часто можно видеть локализацию пускай, допустим, есть процесс формирования чего-то, но для какой-то той или иной страны необходимо какое-то отведение, поэтому сюда это отведение вставляется и что-то выполняется. Здесь, я так полагаю, пошли по пути такому, что лучше они сами создадут эти вот триггеры, которые смогут наполнять там или изменять еще чего-то, чем каждый будет лепить их отдельно. Поэтому, так как локализацией занимается Microsoft, то ему, соответственно, проще там раскидать на кучу библиотек, чтобы они работали таким или иным образом. Причем, я так понимаю, что тот же признак локализации, выполняя ту или иную операцию, ты должен понимать, в какой ты это стране выполняешь. То есть у тебя должен быть формально признак, где ты сейчас находишься, или там, не знаю, находишься в одной стране, выполняешь операцию в рамках другой страны, у тебя другой функционал должен быть. Поэтому где-то, я так полагаю, есть еще и признаки, где функционал выполняется. Я могу даже пример такой привести. Вот, например, я был в Берлине в аэропорту, делал покупку duty free. И они на посе, они показывают, выбери, какой валюты ты хочешь. И, соответственно, я так подозреваю, я выбираю там гривну, и, соответственно, у них вызывается другой код, который коннектится там, не знаю, на какой-то другой процессинг. Если бы я выбрал там евро, оно бы коннектилось на другой процессинг. То есть тут же опять сработал триггер, который я выбрал, какую мне надо страну, например. Вот, кстати, почему здесь нет Украины, это... А официально нет украинского придется. Ну, вот. Если это очень интересно, то, в принципе, мы можем попытаться посмотреть код, но я думаю, что это лучше как бы в следующий раз. Пожалуйста, присылайте запрос, и конкретно мы будем имплементировать триггер свой собственный, или же экстендить существующий. Но вот это набор от Microsoft, набор проектов, которые мы можем модифицировать. Вот, мы можем что-то здесь менять. Это конечный набор? Да. Или это пример триггеров? Нет, это как раз все 20 триггеров, которые есть в SDK. На самом деле я соврал, мы не можем свой собственный сделать. Мы можем модифицировать только существующий, потому что это событие. Это событие, которое возникает, когда босс делает какую-то там операцию, что-то происходит, либо application start. Если application start, значит это application triggers, и мы там можем увидеть start, логин, логов, логаут и так далее, и так далее. Вот. В cache management мы можем увидеть event, когда у нас ящик cache-драйвер открыт, когда закрыт, и вообще имеет ли он доступ или нет, и так далее. Вот. Далее, Blank Operation мы поговорили, что мы можем создать свою собственную операцию. Да. Извини, пожалуйста, не успел. Такой еще вопрос. По семерке у нас выходит новая Аксапта. В этой новой Аксапте у нас есть такая замечательная штука, как веб-сервисы.
и больше менять ты клиента. Я так понимаю, что вот все, что мы сейчас рассказываем, это компилируется в бинарный файл, грубо говоря, экзешник, который может выполняться под управлением операционной системы Windows, ну или же там Да. эмулятора, правильно? Соответственно, ты что-нибудь знаешь по поводу следующих каких-то действий? Что как это будет? Все, что я слышал, на сегодняшний день существует так называемый Modern POS, Мгм. который может быть установлен на мобильные девайсы, вплоть до планшетов, вплоть до телефонов. Он использует вот как раз вот эту архитектуру через веб, но это опять же может быть какой-то либо VPF фреймворк, то есть либо еще что-нибудь. Через веб все это замечательно. Другое дело, что вот тот код, который сейчас, он умеет работать онлайн, офлайн. Если через веб, то он его будет развернут на конкретном, конечном конкретном месте и низ будет развернут. Нет, на XAPT или на каком-то есть ИИС. Да. И на этот ИИС мы деплоим наши веб-сервисы. Веб-сервисы это отдельное, ну, как я понимаю, вот то, что ты сейчас говоришь, мы деплоим на наш ИИС эти веб-сервисы и далее с нашего приложения, мы просто-напросто эти веб-сервисы дергаем. Вот. Это может быть VCF, это может быть SAP, я не знаю. Но, честно говоря, я еще пока не встречал. Я слышал, что есть какой-то Modern POS, который вот у них даже в требованиях там Windows 10, Windows 8, то есть 8 плюс там, 8.1 с апдейтами какими-то. Вот. Но, честно говоря, я так и не понял, с чем его едят. Поэтому, что маємо, пока то маємо. Так вот, по триггерам мы поговорили, по Blank Operation поговорили, это понятно. И дальше следующий подраздел у нас это сервисы. Больше, это я так написал, Zen 20 Services. На самом деле сейчас последний SDK X48. И вот эти сервисы, это как раз то, что мы можем подменить полностью. У нас в SDK есть вот application, card, create database и так далее, сервисы. И взяв исходный код, мы можем его модифицировать. После того, как мы компилируем, мы должны обязательно, это очень важно, положить в папочку extensions, которая находится в Retail POS папке. И тогда что произойдет? При запуске POS.exe мы не делаем POS.exe на самом деле. POS.exe нам идет в поставке после инсталляции. POS.exe, когда запускается, работает Microsoft Extensibility Framework, MEF, и он сканирует сначала свою папку сервисы, в нем скомпилированные DLL-ки, дальше сканирует папку Extensions. Если он находит там DLL, он пытается сделать load assembly, если находит определенный интерфейс, он просто подменяет. Или же дополняет. Вот. Такая сборка налепки. Да. И это чем хорошо, это как плагин-систему, просто они назвали это уже Extensibility Framework. То есть все, что нам нужно, это скомпилировать и подбросить туда DLL-ку. При следующем запуске мы ничего не должны ни конфигурировать, не писать какие-то файлы, не сами делать лоудеры и так далее. Подкинули DLL-ку, и эта DLL-ка должна быть по образу и подобию, как вот эти все 48 сервисов. Вот. И на примере Create Database сервиса я хотел бы рассказать совершенно чуть-чуть, как мы можем модифицировать базу данных, нашу посовскую базу данных. Для этого у нас есть Create Database сервис. Вот так он выглядит по умолчанию. С каждой новой SDK мы будем видеть новый upgrade скрипт, файл. В принципе, все, что нам нужно сделать, это написать свой новый
скрипт SQL, пример с правой стороны, и добавить его в Process Upgrades XML, добавить в виде такой вот секции. Очень важно поддерживать правильную версию базы данных. Вот, например, после установки, после создания этой базы данных мы будем иметь версию базы данных 105. Если мы нарушили какой-то naming convention в нашем Process Upgrades и забыли прописать правильную версию, есть возможность, что наш скрипт никогда не запустится и у нас не будет наших дополнительных полей. То есть мы должны четко соблюдать версию, и Microsoft взял за собой право самую revision, самую минимальную версию. Это 0, это означает, что это от Microsoft, если вы будете сталкиваться с этим проектом. Все остальное это уже кастомное. То есть 1, 2, 3, 10 это уже кастомное, это то, что пишем мы. И когда мы скомпилируем вот данный проект Create Database, добавив наш скрипт, дальше мы получаем Create Database DLL, мы ее должны поместить в определенное место для Retail Database Utility, и таким образом у нас при запуске Retail Database Utility произойдет подгрузка данной DLL-ки. Если это новая база данных, выполнится Database Script TXT. Это по умолчанию полная схема Store Database, и она не изменяется никем, кроме Microsoft. Если измените сами, при следующем апгрейде могут возникнуть проблемы. Дальше проверяется версия базы данных. Если база данных версии, например, 6.3.102, выполнится только скрипт 3.4.5. Если версия базы данных 6.3.100, выполнится 100, 1, 2, 3, 4, 5. То есть происходит последовательное накатывание данных скриптов. В принципе, в данном проекте у нас есть какие-то модификации, но они в большей части связаны с секьюрностью и с группами в SQL сервере. Но все, что мы делаем, все, что мы для разработки, это только создаем upgrade скрипт и меняем его в XML, компилируем и отправляем заказчику. Так. В принципе, у меня все. Я поискал полезные ссылки. Честно вам скажу, лучше это делать самому по каждому конкретному случаю, потому что информации одной глобальной, вот чтобы вот так взять, сесть и читать, нету. В основном это библиотека от Microsoft, TechNet и комьюнити, разные комьюнити. Их миллион. И есть решение, найти можно для практически любой задачи. Вот. Что бы я еще как разработчикам посоветовал? Обязательно всегда при себе иметь декомпилятор по типу рефлектора или .pik, потому что очень многие вещи приходится понимать только при помощи этой штуки. Нету нигде четкого описания, что у нас вот в библиотеке Business Logic, а что у нас там в библиотеке там Contracts, потому что эти библиотеки, они уже скомпилированы и исходников нету. И иногда, вот у меня, например, проблема была, делает человек на посе продажу, отправляет при помощи PageJob, отправляет в Accept, в Accept делает post-statement. Что происходит в Accept, я так не захотел разбираться. Когда мы делаем с POS return transaction, выскакивает exception, null reference exception. У меня стоит в Visual Studio, у меня стоит именно на этих экзепшенах падать. Оно падает совершенно в другом месте, в Business Logic DLL. Пришлось
хакерским способом декомпилировать это все дело и по кускам кода идти и смотреть. А оказалось все очень просто. В dir party table отсутствуют записи для данной партии. То есть произошел сбой в синхронизации, у кастомера есть party ID заполнено, а dir party table для этой записи нет. Все. Казалось бы, задача просто синхронизация, где-то сломалась. Вот. Поэтому говорю, запаситесь терпением и используйте рефлектор или какой-либо другой декомпилятор. Скажи, пожалуйста, в этом Да. случае, когда у тебя произошел exception, это значит, что данные уже попали на сторону WhatsApp, или они еще были на стороне... Произошел exception следующим образом. Я просто пытаюсь спросить, в следующий раз, когда произойдет синхронизация и все наладится, грубо говоря, да? Этого exception не будет. Exception не будет, понятно. Другое дело, что эта запись еще раз будет пытаться выгрузиться, или мы ее потеряли. Нет, процесс произошел как? Мы сделали транзакцию. После все красиво, все честно. Дальше эта транзакция уходит в аксапт. В аксапте тоже, если мы сейчас сделаем после return, то тоже все будет хорошо. Почему? Потому что в момент, мы передали туда, но все равно у нас нету другой какой-то там таблицы. Я не знаю, что происходит при процессе post-statement. Вот. У нас стоит флажок, что мы должны эту транзакцию читать из нашей базы. Когда мы в аксапте делаем определенный набор операций, там вот пост, или там пост journal, и какой-то вот эти вот, там мы можем запустить эту транзакцию. У нее по дефолту не было кастомера, а ставится дефолтный. Везде есть дефолтный кастомер. Он ставится. Дальше ушли данные, что эта транзакция помечена, как уже posted, поставлен признак. Эти данные ушли в пост. В следующий раз я пытаюсь return данную транзакцию, я должен знать ID ее. Я делаю return, пост говорит, Accept, дай мне эту транзакцию. Accept дает транзакцию и уже с этим дефолтным кастомером. Дальше пост идет в свою базу данных и пытается этот кастомера этого получить. Он находит кастомера, но в коде, который я декомпилировал, когда вот get customer info, идет просто customer, потом другой объект, у него .party, .name сразу. Я этот кусочек кода вот скопировал, смотрю, party, все, reference exception. То есть, может это какая-то бага, люди по-разному пишут, но не будешь же ты на каждом шагу проверять, есть партии или нету, или там есть у тебя этот объект или нет. Хотя это хорошая практика, но тогда у нас будет код сплошные if. Вот. Просто здесь произошло такое, что не хватает, в одной табличке не хватает записи и все. Это я как бы к тому, что, если придется дебажить это все. Я просто к тому, что возникла такая ошибка. Приходит ко мне консультант, говорит, у меня данные не синхронизируются. У меня отсюда две линейки поведения. Первое, я говорю, подожди, сейчас все созреет. Пока жду, пока исполнятся там джобы, которые синхронизируются в парке, и этот вопрос решается сам собой. Да, он бы так и решился, просто зависла эта штука, я не знаю почему, но я сегодня к концу дня я так кастомеров не обновил. То есть accept not responding и до свидания. Почему, что там происходит, я не понимаю. Но это на разных environment. Второй вариант это просто идти и искать себе. Грубо говоря. Это Ричард инициировал эту задачу, и как бы так и произошло. Хорошо, что он попал тебе. У Вики тоже у Полупан была тоже какая-то проблема с сервисом поиска адресов. Вот у нее exception. Иногда в посе выскакивает exception 1002. И не поймешь. Operation cannot be performed. И что это такое?
Хорошо, я могу дебажить это все дело, смотрю, ага, там чего-то не хватает. Оказалось, наши доблестные товарищи-продуктовцы выпустили релиз, подменили DLL, все как правильно, то есть в POS, в DLL все новые версии. А в самой Axapti, где настройки доступа к этому сервису, вместо QoS V2 стоит просто QoS. А оно не совпадение типов, то есть оно пытается создать объект определенного типа и потом приводит его, ну, дальше в коде. И все. То есть в POS-коде все красиво, а из-за вот этой вот настройки, из-за того, что вы удалили старые DLL, вот, оно ничего не работает. Кто? Консультант. Они не обновили конфигурацию. Не, консультанта, а где это написано? Вот. Ну, особо на самом деле вопросов нет. Просто там думать. И думать в первую очередь, наверное, над тем, что материала много, и, наверное, какой-то стоит более глубоко изучать. Например, CRC однозначно нужно делать новый отдельный том. Соответственно, тут вопрос в том, что семерки такого рода смартфонов помогают в том числе понять, что нам нужно дальше, куда нам нужно развиваться дальше. Поэтому со своей стороны я бы сказал огромное спасибо за эту презентацию.